Всем привет, друзья! Сегодня у нас интересные часы в обзоре. Это Восток Amphibia Reef первого поколения. 3 разных цвета. Правые часы вы уже видели в моем обзоре. Если не видели, смотрим по ссылке обзор. А сегодня мы поговорим о черном и о синем рифе. Я расскажу вам о истории приобретения и сравню корпуса. Ну и посмотрим на часы более подробно. Начнем, пожалуй, с истории приобретения. Как-то зашел я на немецкий Авито, eBay Kleinanzeigen называется, и там один продавец, коллекционер, в связи с возрастом решил распродать свою коллекцию. Там он выставил разные часы, скуба, риф 3 цветов. Я, конечно, очень заинтересовался черным рифом, потому что я давно хотел себе приобрести именно черный риф оригинальный. И он там был. Я продавцу написал по черному рифу, но он сказал, что черный риф уже зарезервирован, почти что продан. Моя реакция, конечно, была такая. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его. Но увидев у него синий риф, я решил все-таки взять хотя бы синий риф. Хотя он не являлся моим фаворитом, потому что синий риф тоже смотрится хорошо, да и по цене и те, и другие часы были намного ниже их стоимости сейчас. Они были, в принципе, как новая цена в те годы. Сколько там было, не помню, 100 евро или что-то такое. В общем, по-любому взял сначала синий риф, он немного ношен, а потом, как оказалось, продавец сказал мне, что покупатель черного рифа потом от покупки отказался. Тут я, конечно, немедленно их себе купил. До этого у меня уже был синий риф. Может быть, синий риф я продам, но черный риф по-любому у меня в коллекции останется. В общем, интересные часы, я считаю, довольно редкие. Сейчас я вам, кстати, покажу разницу в корпусах. Завод сыграл, так сказать, плохую шутку с пользователями. Давайте посмотрим на это дело получше. Вот на эти часы, на оригинальный рыжий желтый риф с шифром модели 080517. Вот, кстати, оригинальная бирка с датой продажи. На эту модель я как-то поставил ремень Hirsch Carbon оранжевый. И не посмотрел, что расстояние отверстий для крепления очень находится близко к самому корпусу. И в кратчайшее время этот ремень был порван, то есть посередине он перетерся. А причина это в том, что отверстие слишком близко находится к корпусу. В черном рифе в корпусе там отверстие чуть-чуть дальше. Поэтому, когда я попробую поставить оригинальный браслет, у меня есть еще новый браслет от рифа такого, я поставил на черный риф, то он, конечно, стал, но он проворачивался, потому что отверстие в другом месте. Поэтому вместо того, чтобы тогда заказать нормальные браслеты, которые сделаны под расстояние черного рифа, они просто сделали, наверное, еще один корпус и там отверстие сделали в другом месте. Получается, черный риф для ремней подходит больше, то есть можно использовать ремень с обычными ровными шпильками. Я поставил и на черный, и на этот риф изогнутые шпильки, но не на браслет, а на ремень, чтобы ремень не портился. В принципе, этот риф отлично смотрится на браслете, но он хорошо смотрится и на ремне НАТО, и на канвас, и так далее. Вот такой вот ремень у нас есть качественный, с изогнутыми шпильками. С изогнутыми шпильками он как раз не перетирается. Хороший ремень. Интересно, кстати, бакля. Этот ремень от Юран Straps очень хорошо на часах смотрится. Но носить его можно с данным корпусом только на изогнутых шпильках. Сейчас он пока стоит на браслете, но когда лето скоро закончится, я поставлю данный риф на этот ремень кожаный. Этот риф побывал со мной во многих путешествиях. Также была царапина на стекле, стекло минеральное. После этого стекло было отсюда снято. Оно было подвержено термической обработке. И, как сказал мне мой знакомый, стекло приобрело некоторые свойства сапфира. То есть оно стало менее царапающее, скажем так. И оно, если посмотреть без камеры, это видно очень хорошо, более прозрачное, чем оригинальные стекла, которые не подвергались такой обработке. Так, в принципе,
Риф этот, который я купил в 2012 году, до сих пор меня радует. Отлично работает безель. Была проблема с тем, что часы запотели, потому что, поехав в очередной отпуск, я не проверил у часовщика на водонепроницаемость. Как оказалось, прокладка в заводной головке испортилась, и часы пропустили воду. Это, конечно, было неприятно. Я смог все последствия, так сказать, этого купания восстановить, но в следующий раз я, если поеду на море, обязательно буду проверять часы у часовщика на водонепроницаемость, потому что это будет дешевле, чем потом их ремонтировать. Вот. Этот риф тоже очень популярен, и многие люди пытаются его купить, хотя сейчас уже их нету, хотя есть следующее поколение, но я считаю, первое поколение все-таки более интересное. Вообще дизайн рифа позаимствован, я думаю, у часов Casio Duro. По сегодняшним меркам, конечно, данные метки очень мелкие. Если сравнить с современными часами с какими-нибудь микробрендами, где сапфировое стекло, огромные метки, крутой люм, механизм со стоп-секундой и так далее. То есть, конечно, смотрится это уже старовато, но я считаю, что дизайн до сих пор удачный, хороший корпус. Но вот это вот то, что они сделали отверстие так близко к самому корпусу, это, конечно, ограничивает использование толстых ремней. Ну и, конечно, большой недочет. На браслете никаких проблем. Браслет, в принципе, качественный. Вот, сами часы меня очень радуют. Отличный люм. Светит очень хорошо в темноте сам циферблат. Я решил не прибегать ни к каким модификациям, обновлению люма на точках, метках и стрелках. Все тут у нас в оригинале. Кроме стекла, оно было подвержено термической обработке. И царапина была убрана. Ну и болезнь, которой страдают все рифы, это пимпа, которая отвалилась. Часть люма здесь уже отсутствует, как вы видите. Тоже неприятный момент. А так циферблат хорошо читается. У нас календарь с толстыми цифрами. Нету рамки. В принципе, ничего страшного. Да, говорю, метки, конечно, для сегодняшних мерок дизайна немножко мелковаты, скажем так. Но стрелки мне нравятся. Стрелки отличные. Этот риф я вам уже показывал. Давайте посмотрим на самое интересное, а именно черный риф. У него шифр модели 080491. Вот. Данный риф имел проблемы большие с механизмом. Я послал мастеру. Он очень долго ругался. Говорил, что как можно поставить на такие премиальные часы такой плохой механизм. Он был очень... он ужасно ходил. Мастер его полностью перебрал. Тут черный диск календаря, что очень хорошо смотрится с данными часами. Так, в принципе, по дизайну они такие же. Люм здесь откровенно светит не очень, не подобающий часам для плавания. А так, в принципе, такой же дизайн, как и у предыдущих. Как видим, пимпа люма еще целая. Часы много не носились. Такая же вставка алюминиевая. Также однонаправленный безель. После репассажа часы очень хорошо идут. Оригинальная заводная головка большая. Не исцарапанная крышка. Все тут, в принципе, идеально. И вот тут вот именно отверстие под ремень находится чуть ближе к концам шпилек. За счет этого ремень не царапается. Наверное, когда завод делал эти корпуса, они поняли, что сделали ошибку, и потом сделали корпус, начали дырки, отверстия сверлить в другом месте, чтобы не было жалоб по поводу ремней. Ремень у нас сейчас стоит от Юран Straps, я специально заказал. Он смотрится, конечно, просто шикарно. Хороший ремень. Я сделал и попросил его сделать без отверстий, как на оригинальном ролейном ремне. Вот оригинальный ремень, правда, предыдущий владелец его чем-то обработал, что он стал такой сероватый практически. Качество, скажем так, не очень. Видно, что часы носились немного. К сожалению, оригинальные бакли, точнее не бакли, а застежки, прошу прощения. Оригинальной застежки у меня нету.
Я думаю, что, может быть, она была с логотипом амфибии, хотя это не точно. Если вы знаете, как выглядит оригинальная застежка на данные часы, прошу показать. Я пока поставил обычную застежку, которая была под рукой. Ширина ремня и браслета 20 мм. Ну, скажем так, по сравнению с ремнем ручной работы, конечно, он смотрится не очень. В этом ремне были какие-то такие гильзы, и в них уже были штифты. Сейчас я эти гильзы вытащил, поставил просто оригинальные толстые шпильки от Strapcode. Очень хорошего качества. Да, извините, что сегодня без перчаток, они грязные. Вот. Покажу сейчас, на каком браслете данный риф тоже у меня стоит иногда. Очень хороший браслет Meltat, модель MT-023. К сожалению, он не заподлицок с корпусом, как оригинальный браслет, но оригинальный браслет за счет того, что отверстия для крепления немножко смещены, он как бы ставится, но звенья проворачиваются. А так, конечно, черный риф очень нарядный, красивый. Часы стараюсь тоже очень аккуратно носить. Тоже они прошли проверку на водонепроницаемость. Интересные часы, конечно, с таким кожаным ремнем в них плавать я не буду, но если поставить на НАТО, то вполне можно и попробовать поплавать, если уж сильно захотелось. Ход теперь после репассажа тоже довольно точный. Оригинальный логотип амфибия. Я думаю, что в оригинальной застежке вот такой вот логотип был. Я не уверен, я нигде не нашел фотографии, но мне кажется, что он был. Вот такая вот амфибия у нас хорошая. Ну и третий в данной коллекции это синяя амфибия, точнее это даже не синий, это такой синий-фиолетовый цвет. Тоже смотрится хорошо. Данные часы имеют более сильные следы ношения на стекле. Хотя пимпа тоже еще на месте. Все тут хорошо. Такой же дизайн. Такой же не очень сильный люм. Ну, он не сильный, потому что, во-первых, он плохого качества, во-вторых, метки не очень большие. Опять же, нет рамки возле календаря. Толстые цифры на диске календаря. Это мне очень нравится. Надпись «Сделано в России» на английском внизу. Тоже четко работающий безель. Данные часы я пока еще никуда не посылал на репассаж. Ходит они нормально. Оригинальный браслет. Тоже хорошее состояние. Оригинальная заводная головка с логотипом амфибии. В общем, такие вот на сегодня 3 часов Восток Амфибия. Я очень рад, что получилось приобрести черный риф. Я считаю, что смотрится он довольно интересно. Надеюсь, вам тоже он понравился. Черный риф в моей коллекции останется по-любому. Будет дополнять желтый риф, который я считаю своими самыми любимыми часами в коллекции. Вот. А на сегодня у нас, думаю, все. Надеюсь, вам понравились рифы. Если вам интересны рифы нового поколения, то, я думаю, их еще можно купить с разными механизмами. Хотя, насколько я знаю, они тоже подвержены этой проблеме, то что пимпы отваливаются, качество, конечно, хромает. Заводу пора уже найти другого партнера, если он заказывает детали на стороне, это мое мнение. Ну, а я очень рад, что получил такой черный риф первого поколения с таким ремнем ручной работы. Сейчас смотрятся они на руке тоже просто прекрасно. Сейчас я коротко вам покажу, как они смотрятся на руке с новым ремнем. Я считаю, по-моему, прекрасно. Рука у меня в обхвате 18 сантиметров. Считаю, шикарный риф. Ну и после репассажа он стал нормально ходить. Вот такие вот у нас сегодня дела. Я всем желаю хорошего дня, точных часов. И спасибо за доверие к моему каналу. Я очень рад, что это видео выходит в преддверии 5000 подписчиков на моем канале. Спасибо за доверие. Постараюсь снимать видео почаще. Может быть, скоро сниму что-нибудь еще интересное. Следующее видео запланировано про браслеты. А вам всего хорошего и до новых видео. Пока.